Друзья, привет! Сегодня хочу рассказать вам об одном удивительном событии, на котором мне удалось побывать сегодня. И начать я, конечно, хочу с того, что я хочу вас всех поздравить с праздником весны Наурыз Куты Болсын. Это большой праздник в Казахстане и, кстати, не только в Казахстане. И я об этом знаю не понаслышке, потому что сегодня мне удалось посетить празднование Наурыза в городе Алания, что находится на берегу Средиземного моря в Турции. И, друзья, я хочу полностью рассказать вам, как там и что было интересного, кто приходил, кто выступал, как отнеслись местные жители к казахстанцам, которые были на этом празднике, как они реагировали на казахскую еду, на баурсаки, на наурыз коже. Это такое традиционное угощение, которое готовят раз в году из 7 ингредиентов. И можно считать, что это очень праздничное и специальное блюдо. Поэтому я думаю, что вам будет интересно, друзья, узнать о том, как местные люди реагировали на такую вот еду. И, кстати, в том числе и мэр города Адем Мурат Бей, мой большой друг, он тоже приходил, тоже сел в импровизированную юрту. Попробовал баурсаки, сам всех угостил тоже баурсаками. В общем, друзья, об этом по всем я хочу вам сегодня рассказать, хочу поделиться своими эмоциями. В общем, друзья, конечно, это удивительно. До того, как я попал в Турцию, я не думал, что в этой стране живет так много добрых людей. Ну и, конечно, вот за то время, которое я нахожусь здесь, я уже здесь больше 2 месяцев живу, и я начал обращать внимание на то, как турки реагируют и как они относятся к тем людям, которые приезжают сюда, либо для того, чтобы постоянно здесь жить, либо которые приезжают сюда в гости, может быть, на отпуск или на отдых. И то, с каким отношением турки относятся к тем людям, которые сюда приезжают, это, конечно, меня очень сильно удивляет. И празднование Наурыза в городе Алания, это как раз показывает это отношение. Во-первых, поражает масштаб. На празднике собралось огромное количество людей. И видно, что к празднику готовились задолго. Видно, что были соблюдены все меры и безопасности. Были и доктора, полицейские. В один момент я хотел взлететь на своем дроне, показать все, как это происходило с высоты. Подошли 2 полицейских и предъявили удостоверение, сказали: так, здесь летать нельзя. Я обратил внимание, что там также были несколько полицейских машин, потом пожарная машина вместе с пожарниками, машина скорой помощи. В общем, все было организовано на высшем уровне, безопасность на высшем уровне. И также само мероприятие, сам концерт, который состоялся, тоже, конечно, поражает своим отношением к делу. Также удивительно было смотреть на единение всех, кто присутствовал на этом празднике. Как вы можете видеть вот на этих кадрах, по количеству флагов можно понять, сколько было самых разных людей. Конечно, мне повезло и встретиться с многими старыми знакомыми, например, с Нурланом Ахметовым, художником, который живет в Алании на протяжении уже нескольких лет. Это очень уважаемый человек, и все казахи, которые приезжают в Аланию, обязательно знакомятся, обязательно встречаются с Нурланом Ахметовым. А вообще, несмотря на то, что там было сразу несколько секций, именно секция Казахстана, она отличалась от всех. Там было больше всего людей. Как мне показалось, там было больше всего угощений. И также я обратил внимание на то, в каких нарядах, в каких красивых одеждах были девушки там, ну и, кстати, джентльмены тоже. Все подходили, фотографировались, спрашивали, поздравляли друг друга с праздником. Местные жители тоже подходили, делали памятные снимки. В общем, казахи на этом Наурызе были самые яркие, самые эмоциональные. Ну и, конечно, их настроение тоже передавалось всем окружающим. Наверное, в том числе и благодаря тому, что там было так много казахов, этот Наурыз получился именно таким, каким он получился. Кстати, казахское дружелюбие, оно не заканчивалось только вот в той части, там, где стояло 2 палатки, в которых и как раз располагалась казахская делегация. Казахи также вышли на сцену в красивых праздничных нарядах и спели несколько песен. И мне, кстати, удалось познакомиться с руководителем этого хора, с дирижером. Она рассказала, что собрались они всего за несколько дней, но
при этом выступили блестяще. Девушки спели песню «Дударай», также спели песню «Наурыз». По-моему, кстати, это была та же самая песня, которую поет сейчас Роза Рымбаева с Иманбеком. Вы слышали, Иманбек и Роза Рымбаева выпустили совместный трек, совместный хит. Если не слышали, обязательно, друзья, посмотрите, послушайте. Ссылку закреплю в комментарии к этому выпуску. Отдельно хочу сказать про мэра города Алания. Удивительный человек Адем Муратбей. Пришел на праздник. Вот действительно, он как-то мне в беседе сказал, что Алания – это город улыбающихся людей. И действительно это так. Ему удается создать какую-то невероятную атмосферу. Атмосферу праздника, атмосферу добра, дружелюбия. Еще раз хочу сказать, вы посмотрите, сколько людей приехало сюда с самых разных частей света. Все они дружат между собой, все они делятся своими культурами, общаются и находят общий язык. Кстати, самый большой ажиотаж тоже возник, когда мэр города Адем Муратбей подошел к той части праздника, где располагались казахстанцы. Ему дали попробовать наурыз коже, рассказали о казахских традициях, рассказали о том, почему именно наурыз коже готовится один раз в год и почему в нем 7 ингредиентов. Кстати, друзья, если вы знаете тоже об этом, напишите в комментариях. Ну а затем отправили расположиться в компании очаровательных апашек и прекрасных девушек в народных костюмах. Дали послушать казахскую музыку и угостили баурсак. Ну а Адем Мурат сам, в свою очередь, тоже начал всех угощать баурсаками. Он начал от своего баурсака отделять части и делиться со всеми, кто был рядом. Вот такой вот удивительный человек. А вообще хочу сказать, удивительно, действительно, вот как так получается, что люди собираются здесь, празднуют праздник, с уважением относятся к традициям друг друга, с уважением относятся к культуре друг друга, интересуются другими людьми. И самое главное, что радуются от такого обмена эмоциями. В общем, друзья, я хочу сказать, что Наурыз отмечают здесь по полной. И, кстати, хочу добавить, что когда я поехал в университет, после того, как я сходил на Наурыз, который находился на набережной в центре города, я поехал в свой университет, и мое удивление было в том, что и студенты тоже празднуют Наурыз. Единственное, что у них были свои какие-то другие забавы, у них было и перетягивание каната, танцы, но, в общем, веселились они тоже по полной. А вообще, я хочу сказать, друзья, что Наурыз – это такой день нового начала, день весны, день обновлений. И я хочу пожелать, друзья, чтобы этот Наурыз тоже стал днем обновлений для нас, для всех, для всего мира. Вы знаете, что на нашем канале нет политики, но также вы знаете, что сейчас очень сложная ситуация в мире. Поэтому, друзья, я пожелаю нам всем на этот праздник немного просветиться, немного обновиться, потому что порой туман в глазах и туман в голове, эмоции, адреналин, они иногда делают с людьми ужасные вещи. И Наурыз в этом году, он вселяет в меня надежду на будущее, надежду на человечество и веру в людей. И пусть эта весна, этот Наурыз станет обновлением для каждого, кто посмотрит это видео.